моей жизни. Все истории совершенно реальные. Это такое разговорное видео в ASMR формате. Почему я решила снять видео на данную тематику? Потому что я сама люблю мистику, люблю что-то интересное. И также я любила смотреть у других блогеров тоже видео на данную тематику. Это очень интересно. Поэтому я вам советую сделать себе очень вкусный напиток, чай, кофе, либо же какой-либо другой напиток, возможно, алкогольный, возможно, безалкогольный. Вот, также удобно и комфортно принять положение, сесть, лечь, ну и, конечно же, слушать мои рассказы. Также попрошу вас добавить в комментариях свои рассказы из жизни, мистические, возможно, страшные, возможно, какие-то странные ответы на вопросы, которых вы не смогли найти, либо же вот что-то такое. Я сама люблю такое, что-то узнавать. Вот, поэтому мне будет очень интересно почитать. Ну что ж, давайте тогда начнем. Вот, начнем с первой истории, которая произошла со мной ровно 2 месяца назад. Вот, это все произошло у меня дома, вот, в квартире, в которой я живу с родителями и со своим братом. Вот, получается, тогда на тот момент была жива еще моя бабушка. Она также проживала с нами в квартире. Ей на тот момент было 87 лет, то есть она старенькая. И она находилась в квартире, точнее она жила в квартире, но на тот момент она находилась в больнице. Вот, ей было плохо, и она около месяца пролежала в больнице, где ее лечили и оказывали ей медицинскую помощь. Вот. И в тот вечер, про который я сейчас хочу рассказать, мы с братом были дома сами. Наши родители были на работе, и ночью мы были с братом одни. Вот, мы находились в зале. Это у нас огромная комната в квартире. Если пойти, получается, с левой стороны будет бабушкина комната, а с правой стороны комната родителей. Ну и также далее комнаты. Вот. Родители находились в этот вечер на работе, как я уже сказала. Бабушка находилась в больнице. В комнате мы находились только мы с братом, именно в зале, в нашей большой. Вот. И тут около 11 вечера из бабушкиной комнаты, которая была закрыта, ну, не на ключ, а просто закрыта дверь, мы услышали, как какой-то пакет очень сильно начинает шуметь. Такое ощущение, что его как будто кто-то вот так вот шмякает. Звук был очень характерный, очень сильный, потому что мы с братом его сразу услышали, начали друг на друга смотреть. Вот, был шелест очень сильный, то есть довольно-таки характерный. Сказать, что это кто-то мог именно пошуметь, имеется в виду, мог пошуметь человек. Вот. Также у меня дома с нами проживает кот. Но в тот момент я осмотрела комнату и увидела, как мой котик находился на диване с нами в комнате. Вот. А тот шелест был, как я уже сказала ранее, очень сильным, очень характерным.
сквозняк, нет. Потому что сейчас мы таких звуков не наблюдаем. Вот. В общем, после этого через 3 дня, где-то 2-3 дня, бабушки, к сожалению, не стало. Вот. Она умерла в больнице. И, к сожалению, так вот все произошло. И мои размышления на эту тему, да, я же все-таки размышляла, думала, с чем это может быть связано. Что мне просто кажется, что за ней приходила смерть. Вот, что заранее она приходит как вариант, потому что других вариантов у меня нет, что это могло быть. Но вы также можете по поводу этой истории написать в комментарии, что вы думаете. Согласны вы со мной? Может быть, кто-то не согласен и может как-то это все объяснить. Но, как я уже сказала и повторюсь еще раз, шум был очень сильный, а никаких других зверей помимо кота у нас дома нет. Ну, точнее, есть попугай, но он у нас на кухне проживает, в клетке, всегда закрытый. И он вообще в противоположной стороне квартиры находится. Он всегда в одном месте, поэтому, ну, как бы... А мышей, грызунов, ну, нету у нас. Ну, квартира как бы... Вот как-то так. Поэтому прокомментируйте. Согласитесь, не согласитесь. А я уже буду тогда приступать ко второй истории, которая также произошла со мной. И я которую даже успела заснять на видео. Да. В общем, дело было уже после смерти бабушки, где-то через недельки 2. Мне нужно было на YouTube записать новые видео, потому что у меня начали видео заканчиваться. Я всегда снимаю видео наперед, чтобы у меня был запас, потому что разные бывают ситуации, когда я, например, не смогу их записывать, выкладывать. Я вот взяла для себя такую вот привычку, как я уже говорила ранее в видео, да, что в один день беру и записываю там по 5 видео. Вот. И это видео, которое у меня, про которое я сейчас говорю, оно есть у меня на YouTube канале. Я его выпустила уже с опозданием, естественно, потому что, как я уже сказала, снимаю наперед. Вот. Это в этом видео я использую. Сейчас я вам покажу. Вот эту свечу. Вот эту же. Те, кто смотрят все мои видео, да, вы поняли, за какое видео я говорю. Там, по-моему, чистка ауры была. Да, я беру эту свечку, говорю, сейчас я вам почищу ауру. Что-то такое. Ну и начинаешь водить ее. Зажгла эту свечку. Зажгла свечку. Вожу. И тут прям видео. Она резко тухнет. То есть она тухнет у меня. Я помню, что с этой стороны я вот тут что-то разговариваю и дышу вот в эту сторону. И тут я на нее поворачиваю голову, смотрю, а ее как будто кто-то задувает на моих глазах вот так. Только я так не делала. У меня резко шок, потому что я вижу, как ее кто-то потушил. Брат у меня находился вообще в другой комнате. Я находилась в комнате сама. Ветра у меня здесь в комнате нет вообще. У нас закрываются все окна, двери, как бы, особенно когда я записываю видео. Для меня это важно, чтобы не было никаких посторонних шумов. Вот. Ну и прям видео я с таким лицом пытаюсь как-то сгладить ситуацию. Думаю, мне же надо как-то видео до конца уже, что с ним делать. Думаю, ладно. Вот, я собралась и досняла видео до конца. Но я поняла, что многие не сильно как-то
это сказать, не заметили этого. То есть, если я бы это сказала, да, то все бы просмотрели и поняли. Поэтому я вставлю кусочек с того видео сюда, чтобы вы могли увидеть это. Вот. Поэтому, да, именно вот с этой свечой вот кто-то просто ее потушил. Но я не знаю, что можно говорить. Вот, возможно, действительно это был сквозняк, но, блин, она потухла у меня на руках, господи, у меня в руках. Я прям увидела, как будто ее кто-то задул, как будто бы вот я набрала воздух и задула ее. Не знаю, это было тоже так как-то странненько, конечно. Вот. Но пишите в комментариях, что думаете. А я сейчас вам расскажу также третью историю. Тоже это реальная история из моей жизни. Но также, кстати, у меня есть истории по мелочи. Господи, сколько у меня этих историй. Люблю собирать какую-то мистику. Вот. В общем, расскажу вам историю, когда я жила еще на Западной. Когда я жила еще на западе Украины. Вот. В селе. Не буду называть название села. В принципе, это не важно. Вот, жила я там со своим молодым человеком. Вот, мы жили в доме, который на противоположной стороне от дома жили родители моего молодого человека, точнее мачеха и отец, через дорогу ровно. Вот, мы в доме жили вдвоем, никого больше в доме с нами не было. Вот, полностью дом, в котором мы были полностью хозяевами, да. Вот. Ну и в один день мой молодой человек ушел куда-то на улицу заниматься какими-то делами по дому. У него были золотые руки, он мог починить что угодно, сделать что угодно. То есть очень такой человек с золотыми руками. Вот. И я же осталась дома одна. Я там что-то прибиралась, убиралась, наводила, в общем, порядок по дому, такой мелкий. Вот, и тут я слышу, как за стенкой, у нас, получается, дом стоял, ну, и стенка была, блин, логично, ну, в общем, и прям за стенкой я услышала, как будто кто-то бил кувалдой, ну вот не кувалдой, а огромным молотком. Вот так бабах, 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 как будто как гвозди забивали. Ну вот что-то вот такой вот звук. И не просто вот, а как я уже сказала, как будто каким-то большим предметом били. Вот. И именно по этой стене. 100% по стене. Но я же это услышала. И таких бахов было, ну, штук 10 где-то. Вот где-то так. Но я это все услышала. Ну, я ж подумала, что это, наверное, мой молодой человек что-то делает за стенкой. Думаю, ну, наверное, что-то чинит, ремонтирует. Потому что, как я уже говорила, он по двору, он везде все там дела наводил. Я этого даже не касалась. То есть все было сделано, все он аккуратненько там приводил в порядок. Вот. Ну, я подумала, что он тоже что-то делал со стеной, мало ли, не знаю. Вот, и тут он приходит домой, и я у него спрашиваю, а что ты делал за стенкой? А он мне говорит, за какой стенкой? Я говорю, ну как, за вот этой. А он мне говорит, я вообще-то у папы был во дворе, папе помогал. Я такая, блин, ну я же ему рассказала, что я услышала. Он, конечно, ну как сказать,
сказать, удивился. Вот. Ну и также мне кое-что рассказал, что я потом еще также слышала. Вот. В общем, чтобы вы понимали, он находился у своего папы во дворе. То есть это напротив нашего дома. Это с противоположной стороны от той стены, от которой я слышала эти звуки. Вообще в противоположную сторону. Вот. То есть его там, что сказать, что это какие-то доходили звуки от папы, невозможно, потому что расстояние было довольно-таки большое. То есть нужно было выйти, пройти, ну сколько, ну, больше 20 метров. Да, больше даже 30 метров, наверное. Ну, в общем, расстояние было довольно-таки. Вот. Сказать, что за стенкой соседи, я также не могу, потому что за стенкой был огород. И с соседями нас еще больше расстояние отделяло, чем от дома родителей. Вот. Это, конечно, очень такой непонятный вопрос. Вот. Это такая третья непонятная история. Также к этой истории я добавлю то, что когда мы жили в этом доме, мы постоянно слышали, как будто кто-то ходил по чердаку. Вот, были какие-то непонятные звуки на чердаке. Ну ладно, вот это я еще понимаю, это можно списать еще на мышей. Хотя, как можно топот списать на мышей, не знаю. Ну, допустим, пускай это будут мыши. Но на чердаке постоянно кто-то ходил. Вот, постоянно кто-то ходил. Сейчас это рассказываю, у меня аж сердце так сжалось. Вот. Да, поэтому еще это можно списать, тем более, что у нас жило много котов. Но коты все были с нами, не на чердаке. Вот. Рассказываю это все, я аж мурашки по коже. Как раз я тут сижу 11 вечера, рассказываю истории интересные. Да. Так, ну что ж, сейчас я вам тогда расскажу еще одну после того, как не стало моей бабушки. Я помню, когда одним утром я проснулась от того, что меня как будто кто-то вот так вот ударил по носу. И не то, что ударил, это будет грубо, нет, не ударили, а как будто вот так вот нажали на нос. Вот, ну вот как-то вот так вот. Вот. И я прям четко ощутила это прикосновение. Вот четко. И это именно такое состояние, знаете, меня могут многие понять, между сном и бодрствованием. То есть когда вы уже проснулись, но только-только отходите от сна. Вот как-то так. И физически я это ощутила. Нет, это не был сонный паралич. Я прекрасно знаю, что такое сонный паралич. Я с ним не раз сталкивалась в жизни. Кстати, хочу следующее видео заснять по поводу сонного паралича. Я думаю, что многим будет очень интересно послушать, а может быть и не интересно. Мне, по крайней мере, было интересно об этом читать, узнавать. Вот что это такое конкретно, почему оно так бывает. Вот, поэтому вот так хочу заснять. Вот, и да, не было еще 40 дней. Это было, наверное, дальше, знаете, вот первые 9 дней. Первые 9 дней, да. Поэтому вот столько у меня накопилось таких мистических историй. Это не все мистические истории. Еще буду снимать вторую часть, если вам это будет интересно. Вот. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Также оставляйте комментарии. Мне будет безумно интересно прочитать. Вот. Спасибо, что вы со мной.
всем хорошего настроения. Всем